Эх, друзья, настал тот момент, когда мне надо покинуть город, в котором я прожил 9 месяцев. Поэтому напоследок я решил прокатиться вдоль океана, насладиться видами, прогуляться по городу и вспомнить о мечте всей своей жизни и прочитать пару научных статей. Однако в один момент нам с моим железным другом пришлось идти разными путями, и, добавив небольшую нотку беспредела в эти спокойные японские будни, я отправился на свой рейс на самолет по этому замечательному милому трапу. Вы только посмотрите. Некоторые люди боятся перелетов, но только не я. И я всегда вдохновлен перед каждым взлетом. Это ощущение просто незабываемое. Самолет приземлился в аэропорту города Кобе, который находится неподалеку от Осаки и Киото, и он встретил меня с замечательной и многообещающей надписью. Я поспешил подняться на самый верх, чтобы полюбоваться городом, но кроме вида самолетов и дальних ночных огней я ничего не увидел. И я было расстроился, однако мне на глаза попалось нечто более замечательное. Рождественская брокколи. Это ли не чудо? В музее аэропорта можно найти такие экспонаты, как город из скрепок, а также самолет, пролетающий над куском говядины. Мне не хотелось покидать эти восхитительные места, но все-таки я решил взять билет на поезд и отправиться в Киото. Дорога займет 1,5 часа, но для вас это будет всего лишь пара мгновений. Киото Стейшн является одной из ярких достопримечательностей города, и когда я говорю слово «ярких», я подразумеваю это буквально, потому что даже обычная на первый взгляд лестница является офигенно большим экраном, на котором крутятся различные иллюминации. И много людей приходит посмотреть на них, собираются толпами, как на шоу или на театральное представление. Место, конечно, потрясающее, но потрясает не только все световое великолепие, но также и контраст с остальным городом. Согласитесь, при слове Киото это не то, что вы себе представляете. От станции до места моей ночевки было всего 15 минут пешком, поэтому я решил прогуляться по улицам. И несмотря на то, что начался небольшой дождь, это совершенно не испортило моего настроения. А вот так выглядит мой хостел. Да, видос вертикальный, но информация важная. В старом домике историческом. Сейчас я вам покажу, как выглядит он внутри. Несколько жилых помещений, и каждое в своем стиле выполнено. Это помещение сделано в виде библиотеки. А может, здесь раньше и была библиотека. Всякие оригами. О, прикольная тема. Так выглядит комната, в которой я живу. Бардак не мой, бардак сделанный кем-то до меня. Вот, и это моя комната-кровать. Ну, конечно, колхоз полнейший, но зато уютно. Сейчас, как-то вот так будет. Зато ванная. Ванная как будто в гостинице или дома. Вообще ничем не отличается. Чистенькая, аккуратная. У них борьба с коронавирусом, и получается, все данные нужно заполнять самому. Никого на ресепшене не было. Вот, и деньги за номер нужно оставить тоже в этом мешочке. Вот, и я здесь нахожусь уже второй день, и никто их не забирает. То есть, по идее, я могу
все вещи собрать и тупо свалить. И даже никто не узнает, что я был здесь. Только помятая постель оставит напоминание обо мне. Ну так. Но я не стал поступать как неблагодарная гадина. Вместо этого я взял бесплатный велик в хостеле и отправился исследовать город. Квартал Гион был выстроен в средние века и своим появлением обязан соседству с двумя большими буддийскими храмами. Паломники, стремившиеся к святыням, покупали сувениры, еду и отдыхали именно в этом районе. И, честно говоря, с тех пор практически ничего не поменялось. Улицы также полны туристов. Вокруг полно развлекательных заведений, сувенирных лавок и лавок с едой. Так что если вы цените или интересуетесь древней японской культурой, тогда это место для вас. К слову, если я упоминал уже буддийские храмы, глупо было бы не заглянуть в один из них. Киомизудера, что в переводе с японского означает «храм чистой воды». Данное место является одним из самых популярных храмовых комплексов во всей Японии. И ежедневно тысячи туристов и паломников приезжают сюда, чтобы насладиться местными красотами. Даже несмотря на то, что ты находишься на открытом воздухе, запах благовоний заполняет все пространство вокруг тебя, что придает еще дополнительной атмосферы. А сейчас вы наблюдаете перед собой копье и сандали, которые носил при себе воин-монах по имени Бенкей. Легенды гласят, что этот парень хотел собрать коллекцию в 1000 мечей. Поэтому он бродил по всей Японии и вызывал на поединок тех самураев, которых считал недостойными обладать клинком. И да, кстати, копье Бенкея — это то, что пытается поднять вот этот парень. То, что поменьше, он использовал просто как походный посох. В общем, легенда очень интересная, так что если захотите почитать, оставлю ссылку в описании. А вот это место, благодаря чему храм и получил свое название – водопад Оттова. Источник из одноименной горы делится на 3 маленьких водопада, и по легендам, каждый из них дарит что-то свое. Один дарит успех в любви, другой успех в учебе, третий же награждает крепким здоровьем. Но и спить можно только из одного. Пить из 3 сразу считается признаком жадности. В Японии есть выражение «сигануть с подмостков Киомизудера», что означает сделать решительный шаг. Связано это все со старинным поверьем, что если ты спрыгнешь с 13-метровой высоты и выживешь, то боги исполнят любое твое желание. За весь период Эда, который длился 265 лет, было зарегистрировано 243 прыжка, и из которых 85% были удачными. Эту практику запретили только в 1872 году, так что больше никаких бесплатных желаний. Вдохновленный этой историей, я решил прогуляться по Киотскому кладбищу и почтить память тех 15% безрассудных прыгачей. Кладбище просто гигантское, и чтобы не заблудиться, там даже есть специальные карты с пометкой «Вы здесь».
Когда я поднялся на самый верх, внезапно начался дождь, что придало еще дополнительной мистической атмосферы происходящему. И если бы я был японским поэтом, я бы обязательно сочинил здесь хайку о том, как город мертвых наблюдает за городом живых. Дальше я отправился в другую достопримечательность, но так как уже темнело, я не смог сделать много качественных снимков, поэтому я вернулся туда утром. Так что следующий отрывок будет комбинацией из видео предыдущего дня и сегодняшнего. В 20 минутах езды от Киото Стейшн в местности Фусими можно прогуляться по святилищу богини Инари, которая в синтоидской религии считается божеством риса. Для нас эта роль может показаться незначительной, но для японцев, особенно в древние века, когда рис считался денежной мерой, Инари считается одной из самых почитаемых. По всей Японии насчитывается 32 тысячи святилищ, посвященных этой богине. Это почти треть от всего количества святилищ в Японии. По всему комплексу святилища насчитывается 10 тысяч вот таких оранжевых врат. Тропа, которую они украшают, ведет на вершину горы, названную в честь богини. Среди всех 32 тысяч святилищ данное является главным. Легенды гласят, что именно здесь, на этой горе, Инари спустилась с небес на землю. Обычно в синтоидской религии божествам принято делать подношения в виде еды, но в случае с Инари считается, что она сама может накормить любого нуждающегося, поэтому ей делаются подношения в виде оранжевых врат. Такие врата могут быть как маленькими декоративными, так и полноразмерными, украшающими данный комплекс. Абсолютно на каждом из врат, вне зависимости от их размера, указано имя или название компании, которые их подарили. Лисы, или по-японски кицуне, являются посланниками богини, и поэтому вдоль всего комплекса можно найти сотни статуй, пристально наблюдающих за тобой. И каждая из них несет в своих зубах определенный предмет. Свиток, как символ тяги к знаниям. Сфера, как символ тяги к духовному миру. Ключ, открывающий доступ к этим мирам. Или колос в качестве символа благополучия. А еще мне кажется, я встретил святилище бога Саке, поэтому я сделал небольшое подношение в благодарности за все те пьяные ночи в моей жизни. И мне кажется, он меня услышал. Сейчас вы наблюдаете перед собой главное святилище Инари, которое находится на вершине горы. Здесь можно получить предсказания от богини, но так как они все на японском, я не могу с точностью сказать, что именно там сказано. Там было что-то про любовь, и поэтому я на всякий случай оставил это предсказание на горе, чтобы оно сбылось. Если это видео смотрят эксперты японского языка, то оставьте в комментариях перевод, пожалуйста. Вот так и закончилась моя двухдневная поездка по Киото. Несмотря на то, что один из 2 дней был дождливый и пасмурный,
а в целом впечатление о городе осталось очень классное. В городе много других достопримечательностей, но я решил сосредоточиться только на этих двух из-за ограниченного времени, чтобы не распыляться на множество, а проникнуться энергетикой и атмосферой этих мест. Надеюсь, вам понравилось. А когда нравится, надо ставить лайки, подписываться, оставлять комментарии. Буду рад любой критике. Что понравилось, что не понравилось, обо всем пишите. Следующий видос будет из Осаки. Осака мне офигеть как понравилось. Поэтому ждите еще больше репортаж. И до скорого!